Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкусного песочного пирога с черной смородиной в сметанной заливке. Но в качестве начинки для этого пирога подойдут любые ягоды или фрукты, как свежие, так и замороженные, по вашему вкусу. Здесь 400 грамм просеянной пшеничной муки. Добавляю 10 грамм разрыхлителя, это 2 чайные ложки, щепотку соли и 80 грамм сахара по вкусу. Смешивая все сухие ингредиенты до однородности. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Добавляю 100 грамм охлажденного сливочного масла. Жирность моего масла 82%. Вы при желании можете использовать маргарин. Масло я нарезала на кусочки и недолго охладила в морозильной камере. Перетираю масло с мукой в крошку. Полной однородности добиваться не нужно. Важно делать все быстро, чтобы масло не растаяло от тепла ваших рук. Можно масло натереть на терке. Должна получиться вот такая крошка. Тесто легко собирается в комок и также легко распадается. 2 яйца я достала из холодильника. Перемешиваю вилкой, чтобы разбить пленки. И добавляю яйца в муку. Замешиваю тесто. Оно должно собраться в комок и не липнуть к рукам. Если тесто получается липким, необходимо добавить муку. Если тесто не получается собрать в комок, то нужно добавить холодную воду. В моем тесте мало влаги, но вместо воды я добавляю 2 столовые ложки холодных сливок жирностью 10% и продолжаю замешивать тесто. Дальше сливки добавляю по 1 столовой ложке, пока тесто не соберется в комок. Всего я добавила 5 столовых ложек сливок. Вот такое тесто получилось. Оно достаточно плотное и не липнет к рукам. Заворачиваю его в пищевую пленку и убираю в холодильник на 20-30 минут. На коврик для теста я положила бумагу для выпечки. Она у меня плохого качества, поэтому я ее немного смазала маслом. Выкладываю тесто и скалкой, смазанной мукой, раскатываю его в круг. Ориентируюсь на круги на коврике, чтобы раскатанного круга хватило на дно и бортики формы. Толщина теста должна быть одинаковой по всей поверхности. Переношу тесто в форму. У меня разъемная форма диаметром 26 сантиметров. Дно формы я застелила антипригарным пергаментом, а бортики формы на всякий случай смазала сливочным маслом. Красиво перенести тесто в форму мне не удалось, поэтому шпателем обрезаю лишнее с одной стороны бортиков и наращиваю высоту бортиков с другой стороны формы. Формирую дно и бортики. Нужно стараться, чтобы толщина теста на дне и на бортиках была одинаковой. Форму с тестом ненадолго убираю в холодильник. Готовлю сметанную заливку. В миску кладу 1 яйцо комнатной температуры, 100 грамм сахара по вкусу, 1 чайную ложку экстракта ванили и перемешиваю до легкой пены.
Добавляю 460 грамм сметаны жирностью 20%. Сметана тоже комнатной температуры. И перемешиваю до однородности. Добавляю 20 грамм кукурузного крахмала, это примерно 2 столовые ложки, и перемешиваю до однородности и легкого загустения сметаны. Лопаткой проверяю, не осталось ли в сметанной заливке крупинок крахмала. У меня 460 грамм черной смородины. Смородина у меня свежая, со своего сада. К смородине добавляю 20 грамм кукурузного крахмала и перемешиваю, чтобы каждая ягодка была покрыта крахмалом. Крахмал впитает в себя часть сока, который выделится из смородины при выпечке. Форму с тестом достала из холодильника. Высыпаю смородину и равномерно распределяю по поверхности формы. Сверху выливаю сметанную заливку и также равномерно распределяю. Стучу формой об стол, чтобы сметанная заливка заполнила пустоты между ягодами. Выпекаю в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз на среднем уровне примерно 40-45 минут до золотистой корочки. Мой пирог готов. Он выпекался 40 минут. Даю ему немного остыть в форме. Снимаю форму, перекладываю на поднос и даю пирогу полностью остыть. Затем убираю в холодильник для стабилизации на 4-6 часов. Вот такой песочный пирог с черной смородиной в сметанной заливке у меня получился. Список продуктов, которые я использовала для приготовления пирога, вы сейчас видите на экране. Пирог вкусный, тесто в меру сладкое, а в начинке чувствуется смородиновая кислинка. Для меня этот пирог пахнет летом и солнцем. Это один из простых летних пирогов из песочного теста. Зимой такой пирог отлично подойдет к чаю. А летом мои мужчины любят запивать пирог холодным компотом. Приготовьте пирог по этому рецепту, его вкус вам понравится. Отрежу кусочек. Тесто хрустящее, рассыпчатое, начинка с выраженной кислинкой, а сметанная заливка придает особенную нежность пирогу. Пирог не сладкий, в нем все в меру. Именно так, как я люблю. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока.